Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я покажу, как приготовить знаменитый французский десерт, который тает во рту. Рулет из заварного теста получается как большое вкусное пирожное с большим количеством крема со вкусом мороженого. Я уверена, что такой десерт вам очень понравится, как мне и моей семье. Ну что, начнем приготовление? А вы пока подпишитесь на мой канал, потому что каждую неделю у нас выходит новое видео. Берем сотейник и кладем в него 80 грамм сливочного масла. Советую взять масло 82% жирности. После этого вливаем 200 грамм воды и сразу же всыпаем щепотку сахара и щепотку соли. После этого ставим сотейник на средний огонь и, постоянно помешивая, варим, пока не растворится масло. Такой вариант приготовления заварного теста очень простой, поэтому я советую вам его все-таки приготовить, и я уверена, что у вас обязательно получится. После того, как масло растопилось, сразу в сотейник начинаем просеивать 130 грамм муки. После того, как просеяли муку, сразу же начинаем замешивать тесто силиконовой лопаткой. Мешаем так, чтобы не было комочков. После того, как тесто стало однородным, продолжаем его замешивать еще примерно в течение 3-4 минут. Нам нужно, чтобы тесто немного подсушилось. После того, как тесто достаточно уварилось, снимаем сотейник с огня и перекладываем тесто в глубокую миску. Теперь нам нужно, чтобы тесто немного остыло. Для того, чтобы ускорить процесс остывания, распределите тесто при помощи силиконовой лопатки по миске, как показано на видео. Тесто должно остаться слегка теплым, для того, чтобы мы могли ввести в него яйца. После того, как тесто немного остыло, начинаем добавлять яйца. Нам понадобится 3-4 яйца. Количество яиц зависит от их размера. Вам может понадобиться как больше, так и меньше. Яйца добавляем по одному. Каждый раз хорошо перемешиваем тесто до однородности. И после того, как перемешали тесто до однородности, проверяем его на консистенцию. Готовое заварное тесто должно не стекать с лопатки, а свисать с нее треугольником, таким образом, как показано на видео. Дополнительно все пропорции ингредиентов я укажу в описании. Делайте все как на видео, и у вас обязательно получится. Все намного проще, чем вам кажется. Если вы приготовите этот десерт у себя дома, обязательно напишите в комментариях свое мнение. Вам не сложно, а мне приятно знать, что мое видео для вас оказалось полезным. И, конечно же, обязательно подпишись на мой канал, потому что каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Итак, после того, как добились нужной консистенции теста, берем противень, застеленный пергаментом, и перекладываем на него наше готовое тесто. Дальше мы равномерно его распределяем по поверхности противня. И чтобы тесто после выпечки было с небольшими неровностями, можно при помощи лопатки сделать его текстурным еще до того, как вы поставите его в духовку. После того, как распределили тесто и сделали его текстурным, как показано на видео, разогреваем духовку на 180 градусов и выпекаем 30-40 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки. Первые 10 минут духовку не открываем, иначе тесто может опасть. Готовность проверяем по румяной и твердой корочке сверху. Пока наша основа выпекается и остывает, приготовим крем. Для этого нам понадобится 1 банка консервированных ананасов. Воду из банки переливаем в сотейник.
а 200 грамм ананасов нам нужно нарезать на маленькие кусочки. По желанию консервированные ананасы можно заменить на любые сезонные ягоды. Клубника, малина, черника, персики, все, что найдете в своем холодильнике. После того, как нарезали ананасы, перемещаем их в сотейник, в который мы влили сок из банки. И теперь при помощи блендера делаем пюре. Если вы замените ананасы на любые другие сезонные ягоды, то вам нужно будет точно так же сделать из них пюре. После того, как сделали пюре, добавляем к нему 50 грамм кукурузного крахмала и при помощи венчика хорошо все перемешиваем, чтобы не было комочков. После того, как масса стала полностью однородной, всыпаем 50 грамм сахара и еще раз все хорошо перемешиваем. После этого ставим сотейник на средний огонь, нагреваем массу, постоянно помешивая венчиком либо лопаткой. После того, как наша масса хорошо загустеет, снимаем сотейник с огня и перекладываем ее в отдельную миску. И после этого накрываем нашу массу пищевой пленкой и даем остыть до комнатной температуры. Теперь берем глубокую миску. В нее выкладываем 3 столовые ложки маскарпоне. В качестве подсластителя добавляем 30 грамм сгущенки и ко всей массе вливаем 300 грамм сливок 33% жирности. После этого начинаем взбивать на небольшой скорости миксера, постепенно ее увеличивая, взбиваем крем до устойчивых пиков. После этого берем уже хорошо остывший крем из ананасов и постепенно добавляем к сливочному крему. Перемешиваем миксером на низкой скорости до однородности. Очень важно, чтобы крем из ананасов был хорошо остывшим, иначе наш крем получится очень жидким и будет очень сложно с ним работать. Как видите, крем очень простой в приготовлении и имеет восхитительный вкус, который напоминает мороженое. А вы любите мороженое? Напишите об этом в комментариях, будет интересно узнать. И вот такой нежный и стабильный крем у нас получился. Осталось только переложить его на нашу основу. Берем нашу остывшую основу и перекладываем ее на стол. Переворачиваем. И если она у вас сильно вздулась, можете ее немного прижать. Теперь на гладкую поверхность основы выкладываем крем и равномерно распределяем любым удобным для вас способом. После того, как распределили крем, начинаем заворачивать основу в рулет. Не пугайтесь, если основа начнет немного ломаться. При стабилизации основа станет намного мягче. После того, как завернули рулет, заворачиваем этот рулет в пергамент и отправляем в холодильник на 4 часа для стабилизации крема, либо можете оставить его на ночь. У меня рулет пролежал в холодильнике около 4 часов и уже хорошо стабилизировался. Теперь посыпаем его сахарной пудрой. По желанию вместо сахарной пудры можете полить рулет шоколадом, предварительно растопить плитку шоколадки в микроволновке и добавить к нему столовую ложку растительного масла. Так получается тоже очень вкусно. Я пробовала оба варианта и мне оба варианта понравились. Наш рулет из заварного теста готов. Нарезаем его на кусочки, ставим чайник и наслаждаемся этим нежнейшим десертом. Как видите, в приготовлении нету ничего сложного. Обязательно пробуйте приготовить
и я буду рада прочитать ваше мнение об этом видео в комментариях. Спасибо, что досмотрели видео до конца, для меня это очень важно. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов.